из серии «Смотри, куда бибикаешь». В общем, по свежаку решила записать, пока не забыла, не отпустила. Приветствую вас, мои дорогие любители Азии. С вами снова я, Милена, и сегодня я вам расскажу историю прям по свежаку. На самом деле шла записывать определенные истории Happens, но в процессе, пока сюда шла, просто победитель по жизни, произошла определенная история, которую я решила вам рассказать. Да что, готовы тоже накласть кирпичей-то для дома? Ну тогда поехали. Как вы понимаете, я частенько выхожу непосредственно в Пусанский парк, чтобы что-то записать. И дойти сюда мне стоит где-то, 1,5-2 километра, ну ладно, 5 может быть. Естественно, я иду пешком, я могла бы, конечно, сесть там на метро и проехаться, но нет, я, естественно, спортивный человек, почему бы не таскануть с собой 3 килограмма с лихвы, еще при этом так подвигаться. Спорт облагораживает. И я уже определенные маршруты выучила, заучила, знаю, как идти, рядом со школой, тра-та-та, самый безопасный путь. Да, там частенько появляются отжущи, и как бы, стопудово ты вляпаешься хоть одну историю, ну точно, хотя бы в гляделке, когда на тебя будут смотреть, и вот просто... О, божечки ты мои! Нет, такого варианта не произошло, пока я шла. Мало того, что меня как-то так злобно люди осматривали, именно отжущи. Парочка меня даже как-то пихнула, толкнула, и я даже думала, ладно, хорошо, мало ли какой человек день начался. Вдруг у него что не сложилось, может он мясо сегодня еще пока не ел, а может он голодный обедать идет, потому что время-то цигель-цигель, алюлю обеденное. Хорошо, у всех все бывает, со всеми всякое случается, все замечательно. И уже приближаясь к парку, то есть там есть переход, и получается так, что 2 дороги идут без светофоров и 2 дороги со светофорами. Я иду по той зоне, где вначале идут 2 дороги без светофоров. Первую я перехожу нормально, ничего не происходит, аккуратно посмотрела по сторонам, как и ведется, соответственно, по правилам дорожного движения. Иду, значит, себе дальше, и идет еще одна мелкая дорожка, которая, буквально, знаете, я вас умоляю, там даже 2 метров, можно сказать, в ней нету, вот реально, ладно, есть, конечно, но все равно утрирую. Мне лично перейти надо буквально вот эти вот самые 1,5 метра. Почему? Потому что основная масса вообще перегорожена, что не должно быть, по факту, машинами, и я иду, меня, понятное дело, не видно, но я по сторонам-то посмотрела, чтобы меня ни один лихач не сбил, посмотрела, что вот там на той дороге, значит, горит красный, значит, я могу идти, что меня там на какой-то великой скорости в 20 парсеков не снесет какой-то очень умный, в общем-то, водитель какой-нибудь колымаги, да, великий Phoenix of Millennium, да, и я иду себе, никого не трогаю, на меня идут 2 старичка, точнее, отжущики такие среднего возраста, явно работники, и вот буквально я понимаю, что что-то сбоку начинает на меня ехать на большой скорости, при этом тормозить, и идет вот этот визжащий звук, я уже была готова просто подпрыгнуть на месте. Я разворачиваю голову вот так, то есть получается, что я смотрю на человека, получается вот так вот. Понимаете, у меня шок, я не знаю, что мне на это сказать, я вижу, что там сидит мужчина, он курит прям в этом замечательном салоне, что ему наплевать, он мне что-то там махает рукой из серии «давай проваливай, дорогая», да. У меня было желание вообще, знаете, по-русски что-то сказать, ему в бампер двинуть, потому что вообще-то надо аккуратно ехать, тем более, когда там есть переход. И тем более, когда по правилам, если человек на переходе находится, машина должна тормозить. А не в процессе, когда у тебя практически вот такое расстояние до машины, до твоей ноги. Вот она машина, вот она моя нога, вашу Машу. У меня все вот просто вот так вот туда упало. Я, естественно, злобным взглядом смотрю на этого умника. Я поднимаю голову, потому что, соберите меня, пожалуйста. У меня только что произошло, потому что одно дело, когда такое происходит в России, ты привык к этому. А другое дело, когда это происходит здесь, и ты не привык, потому что вроде как правила дорожного движения все соблюдают. Оказывается, не все. Так передо мной еще идут 2 отжища и начинают на меня просто такие чансури выдавать. Такие, вот, значит, иностранки поприехали, глаза не разувают свои большие и не смотрят. А ничего, что он сбоку, вот получается, там есть вот этот поворот, то есть идет и так шоссе, и вот так шоссе. И получается, что он с той дороги вот так заворачивал, и попало мне, получается. Они мне высказывают, что это я там что-то
нет, двигают мне по портфелю, чтобы я сдвинулась, показывают мужику, типа, проезжай. У меня состояние было из серии, а что я-то сделала? Я иду по пешеходному переходу, посмотрев по сторонам, меня чуть не сбили только что, а мне еще выдают, что тут понаехали иностранцы, глазами своими по сторонам не смотрят, под машину сигают. Плюс еще так пихнули аккуратно в портфель, чтобы, типа, вот давай, при уже отсюда. Ощущение, честно сказать, если бы не факт того, что я наложила кирпичи в свои штаны, я думаю, у меня бы сейчас начался какой-то такой русский мат, потому что, знаете, терпеть такое нельзя и неправильно. Я быстренько набрала мужу в состоянии, боже мой, что мне делать, дорогой? Меня трясет все, у меня чуть ли не слезы на глазах, потому что ты чуть с жизнью не распрощался, как минимум. Потому что тут уже, знаете ли, был вот этот момент, когда ты вот так вот делаешь, как бы на каком-то автомате, потому что ты понимаешь, что тебе надо прыгать вверх на капот, если тебя будут сбивать, чтобы ноги сильно не переломать. То есть какие-то рефлексы начинают работать вместо того, чтобы, да, там маты вылезли какие-то пятиэтажные хотя бы. И как бы он говорит, что ты имела право, если там не было светофора, он вот так сделал, а тут еще дети, да, тебе там что-то высказывают, ты имела право начать вообще орать матом, доставать телефон, делать вид того, что ты снимаешь, фотографируешь, что вот этот засранец, вот этот номер машины, чтобы потом на него вообще заявить и получить за это деньги, потому что человек ехал со скоростью, не согласованной на данный момент. Я сидела, это все выслушивала, я такая, милый, я вообще-то сейчас в состоянии стресса, скажи мне что-нибудь хорошее, пожалуйста. Успокой меня. Ничего, успокоила, сказала, вино хочешь? Я такая, хочу. Я говорю, окей, я вечером приду, типа, выпьем, закусим. Я такая, хорошо, только я сегодня готовить не буду. Он такой, да не вопрос. Меня это сразу, конечно, немножечко успокоило, хотя я понимаю, что мне надо сейчас так валерьяночку так со своим кровололо-валидольчиком, знаете, так внутривенно немножечко сделать, потому что реально за 5 лет здесь я в первый раз вот так вот как-то неожиданно с таким свистяще-пищащим вариантом чуть под машину не попала. Так еще и сверху мне же от Жуши сказали, что я что-то там не так сделала. Вместо того, чтобы сказать, типа, вот ты засранец, за рулем сидишь, как тебе не стыдно, да, что? Надо проклясть тот день, когда ты сел за баранку этого драндулета, потому что, кстати, машина старая. Дорогие мои, я себя собрала по кускам и даже записала видео. Весьма. Я даже молодец, я могу себе, наверное, памятник за это поставить. Но, дорогие мои, если вы будете здесь, у вас произойдет такой же случай, имеете право накричать как минимум матом. Я теперь об этом знаю. Ну, когда вас отпустит, наверное, да, слишком не наглейте, на машину не лезьте, да, там из себя гориллу не устраивайте, тем более Халка, чтобы потом вам же еще не предъявили за то, что вы попортили имущество. Но прикрикнуть за то, что человек что-то сделал, сфотографировать и потом сказать, что я на тебя в полицию заявлю, хороший мой, это можно. Я тормознула, ну, с кем не бывает, у меня душа в пятки ушла, я ее потом собирала обратно, подтягивала, а то как же так? И такое бывает, достопочтенные мои. Вот сейчас, пока я это даже записывала, парочка-троечка людей сидели на меня и вот так смотрели. Вот сиди и думай, что ты сделал не так в этой жизни. Ну что же, на этом такая быстрая, скажем, блиц-история заканчивается. Подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх этому видео, подписывайтесь на мои соцсети. И не забудьте о том, что вы можете мне помочь с субтитрами. У меня давно уже открыта, на самом деле, возможность для вас, мои хорошие, писать мне субтитры. Английский, то ли русский, хотите какой-то другой язык продемонстрировать и помочь. Запросто. Доступно все. Если вы хотите посодействовать и попасть в описание под видео внизу, то принимайте участие. До новых встреч и пока-пока! Самое прикольное то, что на самом деле начался дождик. И я даже не знаю вообще, в фокусе, не в фокусе все, потому что апгрейд был замечательному фотоаппарату, он теперь вроде как-то так интересно фокус ловит. Я вот не знаю, как он на самом деле ловит фокус, хорошо ли все. Плюс на меня капает дождик. Я скоро, наверное, еще подрасту, правда, да? Расти, большая Милена, она так миллиончик на канале, да. Надо, правда, еще на корейский видос снимать, божечки ты мои. Я так стесняюсь разговаривать на корейском. А уж как влом писать субтитры на корейском-то, ой. Я, короче, лентяй, потому что я сейчас в последнее время просто столько всего не успеваю. Слава богу, что у меня есть те, кто помогает, и девчонки админши в ВК, и парочка людей в Амина, и, в общем-то, в ФБ, и тут еще проект кое-какой замучиваем. Будет, короче, проект из кое-чего. В общем, официально я об этом расскажу уже в отдельном видео, и до новых встреч. Пока-пока!
прекрасные девушки, прекрасные. Иногда даже завидно, какие они горячие. Мне холодно ногам, поэтому я давно в кроссовках хожу. Вот тебе и, пожалуйста, из России, а мерзля.